Всем привет! Это мой крик души насчет Linux опять же, в очередной раз. Почему я обратно в него вернулся? Ну, потому что винда у меня решила то, что выключаться в сон она не хочет. Скорее всего, у него опять какие-то проблемы, поэтому я решил, ну ладно, раз переустанавливаю, потому что мне лень восстанавливать винду какими-то другими способами. Решил, ну, попробую, посижу. Может, что-то поменялось. Что поменялось? Первое. Теперь у нас вместо... Где? Буковка П. Вместо вот этого моего любимого Pulse Audio, который нынче уже не Pulse Audio, его больше тут нету по умолчанию. У нас приехал Pipewire. Он где-то тут выше. Опять же, сам по себе он тут эту папку не создает, из-за чего я в принципе не понял, как его настраивать. Спасибо, я нашел, где эти конфиги лежат, но это абсолютно не панацея на самом деле. Потому что если вот этот конфиг можно вполне себе вычленить сюда, и он будет полностью рабочий. Если что, я вот это не менял, потому что я в душе не знаю, как это делается, потому что я не знаю почему, но у наших любимых линуксоидов всегда есть такое понятие, то что лучше все, чтобы делал пользователь через конфиги. Я, конечно, не против, но частоту дискретизации, в данном случае тут латентность, но неважно, я через это настроить сам по себе не могу. Мне искусственный интеллект нынче помогает. Но не суть. Самое главное, вот эти вот конфиги, которые тут прописаны, и вроде как бы именно они должны управлять всем звуком в соответствии с моими параметрами, потому что у меня пятиканальная акустика, к счастью и к сожалению, но все низкие частоты при любом аудио, например, из того же самого Steam, или же это, без этой настройки, сабвуфер не задействован. Соответственно, любые низкие частоты никак не звучат по-нормальному. А вот этот параметр, я единственное, что подстроил вроде бы как бы так, чтобы оно было похоже на 80. Это срез частоты, то есть его максимум сколько. Это больше всего похоже как в винде по драйверам. Какие же у меня до сих пор претензии к этому плану? Первое. Возьмем Steam. Есть еще вот такое у меня к нему претензия из-за того, что он открывается у меня на втором мониторе. Оно меня раздражает. Этим самым. Но черт бы с ним. Открывается там. Еще тут же сразу же задену это то, что настройка экранов, я не знаю почему. Он считает первый экран, который на проводе сидит, ну, в смысле, физически, который считается первым, он считается экраном ноутбука. И то есть, если я хочу, на самом деле, свой основной монитор, который сидит не на DVI через переходник с DisplayPort, а сразу же по HDMI, то мне нужно выбирать вот это. Почему нельзя просто было по-нормальному это все сделать, я тоже не понимаю, и почему я ориентируюсь на ноутбуке. Но черт бы с ним, закроем на это глаза, оно хотя бы работает. Не идеально, но работает. Вернемся к звуку. Ну, если мы берем любое аудио, которое проигрывается напрямую через Steam, например, музыка. Если я ее тут открою, тогда сабвуфер не будет играть. Не буду его включать, потому что, извините, вам явно слушать через микрофон, через запись аудио с самого компа, явно будет неприятно. Но суть в том, что сабвуфер в таком случае у меня в любом случае не работает. Что я у искусственного интеллекта вычленил в этом плане? Вот эту команду. К сожалению, тут она не работает. Я не знаю, работало ли это вот тут на самом деле. Потому что вот она. Но тут оно работает. Возможно, тут причина в том, что GTA не настолько сильно глупая, насколько сильно кажется. В
плане аудио. Учитывая то, что она поддерживает Dolby и DTS, скорее всего, все-таки первое. То есть она сама по себе низкие частоты переправляет со стерео в сабвуфер, что очень хорошо и очень сильно мне помогает. Но есть игры American Truck Simulator, вроде бы тоже эту команду щупает. Вот это не помню, по-моему, нет. Но Incredibox точно не воспринимает эту команду. То есть аудио звучит не там, где я хочу, а там, где оно само хочет. То бишь у меня просто играют два вот этих колонки, правильно будет назвать сателлиты. Ну и в чем же проблема? Опять же, повторюсь, у меня нету низких частот. То есть, если у меня будет хоть какая-то музыка, она у меня будет плоская, как я не знаю чего. Ладно, сейчас я вам открою кое-одну штуку, которая меня всегда раздражала в Linux. Вначале я ее покажу вот тут, в параметрах. У нас есть настройка аудио. Сейчас я ее найду. Вот, настройка звука. Соответственно, что у нас есть? Выбор каналов, сколько мы хотим. Что значит стереодуплекс и аналоговый стереоинпут? По факту, если у вас подключен микрофон через аналоговый вход, который у вас там, например, на передней панели, либо же если у вас ноутбук, у вас есть отдельный разъем под микрофон, именно отдельный. Если вы просто включите стерео output, тогда у вас будет только звук выходить, микрофона он не увидит. Вот такая вот штука, к сожалению. Но тут ничего не поделать. Вот так оно тут устроено. Тут в этом, походу, виновата Алса, насколько мне известно. И да, на форумах и везде есть такая штука, то что можно скачать эквалайзер от Pulse Audio, который работает с PipeWire, насколько мне известно. Но по факту это есть эквалайзер. То есть я могу как бы там физически зарезать средние частоты и высокие частоты, но на сабвуфер это ни один из этих низких частот-то не пойдет. То есть вот это вот молчать будет, как и молчало. Rear, left, front, left. Да, я знаю то, что у вас это сейчас звучало этим эхом, но вот это, например, тоже не работает. То есть вот. И какая у меня самая главная претензия по звуку? Сейчас я это открою. Насколько я помню, оно у меня где-то тут скопировано. По крайней мере, должно было быть. Вот оно. Заходим в Windows, который у меня установлена второй системой на данный момент. Я ее сносить буду, потому что, ну, десятка, извините, на исходе. А я все-таки видеоблогер, который... Даже не столько видеоблогер, сколько геймер, который показывает свои игрушки на компе. И мне поэтому нужна максимальная совместимость с играми, которые тут не даются, к сожалению. Ну, в чем претензии по звуку? Вот, мы открываем панель звука. Да, в самой винде сейчас, даже в 11 эта панель все еще присутствует, но она спрятана, ее нужно через настройки звуков. Ну, то есть, типа, вот эти вот звуки, то есть, когда вы там внимаете флешку, вот это вот все то, что вот произносится при включении компьютера, если вы на 11, она по умолчанию выключена, но в 10 это тоже можно включить. Нажимаем на наш аудиовыход, который нажимаем настройки. Настройки динамиков. Проверка звука тут тоже самое есть, я вам уже показывал. Дальше что? У нас открывается вот такое окошко. Выберите конфигурацию. Если у вас аудиокарта умеет только стерео, либо только квадрофоническое и еще что-то такое, соответственно, у вас будет ограниченное количество их. Но вы точно так же можете виндовыми средствами выбрать, какую систему вы хотите использовать.
Тут они стандарты. Стерео, квадрофоническое, либо 5.1, либо объемное звучание 7.1. Все. Тут больше нету. В Linux в этом плане да. Посвободнее дышится. Но я не знаю, кто отдельно себе сабвуфер подключает через отдельный выход. Возможно, какие-то энтузиасты, но я не знаю их. К тому же, если даже, предположим, то, что кто-то себе стерео делает через такое, то можно следующее. После того, как мы выбрали конфигурацию, просто подключать те динамики, которые у нас нету. Они физически не будут работать. Ну, то есть, типа, на них не будет выхода. Вот. Пожалуйста. Та же самая настройка, но только мы можем еще с динамики подключать. Не знаю, насколько это костыль, но мне это все равно. Суть в том, что оно работает. И самое главное, вот, выберите широкополосные динамики. Что это значит? Это значит то, что динамики ваши умеют хорошо играть. Высокие, средние и низкие частоты. Это называется широкополосные динамики. Физически у вас, скорее всего, либо, если это стереопара, имеется либо 2 динамика, либо 1 у большинства. Те, кто занимается аудиофилией, я не знаю, есть ли у меня такие на канале, у них будут, возможно, у некоторых подключены к компьютеру динамики, у которых есть целых 3 динамика. То есть он играет высокие частоты, средние частоты и низкие частоты. Но самое главное то, что вот это именно параметр, который выключает, ну как, фактически низкие частоты все еще, насколько мне известно, на динамике вот эти идут. Мы просто убираем галочку, то, что у нас ни один из этих динамиков не умеет воспроизводить низкие частоты. По сути, это вот так работает. И у нас начинает работать сабвуфер. Все. Дальше мы нажимаем «Далее», и он у нас, если мы нажимаем «Дальше», он готово, пожалуйста. Он применит эти настройки. Если же у вас там Realtek и еще какая любая звуковая карта, у которой есть свое собственное приложение, есть вот такая утилита. В данном случае из-за того, что у меня материнская плата MSI, у меня тема применяется тут. Но это не важно. Точно так же можно выбрать динамики, широкополосные, по факту тут они ничего не делают, вы можете их включать-выключать. Ничего не поменяется. Тут самое главное указать галочку управления низкими частотами, и тогда сабвуфер будет тоже играть. Поправка на помещение — это кому хочется сильно заморочиться и настроить динамики, чтобы у вас звук одинаково до головы доходил, если они у вас далеко. Я не знаю, кому это надо. Когда были домашние кинотеатры, и у них далеко колонки стояли, наверное, да. Но в моем случае эта настройка мне не поможет, потому что у меня задние колонки стоят на шкафу, который за мной. Не поможет. Зато вот есть стандартные форматы. Там тоже это можно настроить в этом же. Только нужно кликнуть на свойства. И там можно будет выбрать частоту дискретизации и битность звука. Почему нельзя тут это вывести, учитывая то, что у вас все равно по умолчанию стоит и либо пульс аудио, либо пайпвайр, у некоторых сами ставят джек, но те, кто ее ставит, явно и так разбираются, как это сделать, но все равно можно же ведь это в графический интерфейс засунуть. Причем не только KDE это не имеет. Это не имеет GNOME, это не имеет Cinnamon, кто там еще дальше есть. Ни один из них почему-то этого не имеет. Почему, я не знаю. Вот моя самая главная претензия, как обычного пользователя, или, например, того пользователя, который хочет поставить и забыть. Ладно, мой случай частный. Мало у кого сейчас есть 5-канальная акустика. Если даже есть, то она обычно подключается по цифровому выходу в этом плане. Либо же у вас какой-нибудь саундбар, но у вас там вообще отдельный случай, и у вас там оно, скорее всего, эмулируется по факту. У вас все равно оно будет подключаться либо через цифру, либо через один провод.
То есть у кого есть 2.1 акустика, а если вы выберете вот тут 2.1, по факту это значит то, что вы не будете иметь 2.1 звука, потому что у вас один провод. Вам нужно два провода, которые будут идти к вашей звуковой карте. Иначе вам тут это выбирать не имеет смысла. У вас все равно по факту стерео. Дальше. Если вы думаете то, что на стиме вот эта вся штука заканчивается насчет звука, нет. Насчет вот тут не помню. Тут, по-моему, тоже сабвуфер не работает в этой игре. И самое главное, он не работает в Майнкрафте. Java тоже напрямую все уводит в Ауса. Я знаю то, что это можно через какие-то конфиги. Но почему я должен делать через какие-то конфиги для того, чтобы настройки системы, которые я уже настроил, применялись через какие-то костыли? В винде такого нет. Вот мои самая главная боль, которая меня вот тут раздражает. Дальше у меня что там было? По тезисам. Проблемы с софтом. Это излюбленная тема всех, кого есть. Ну, во-первых, некоторый софт можно поставить через Wine, либо через Port Proton, те же самые игры. Но, например, Office у меня сюда Microsoft поставиться не смог, потому что у меня просто крашится сам установщик, я не знаю. Возможно, это какая-то защита от взлома и еще что-нибудь, это не важно. Ну, например, у вас тут не будет некоторых программ. По-моему, от Adobe чего-то нету, по-моему, всего. Кроме флешплеера. Но опять же, он устарел. Либо же, если мы говорим даже про сами игры, то если мы говорим про Proton, я не знаю, кому эта идея пришла у Стима. Я понимаю то, что их основное оборудование это Steam Deck на данный момент. И, скорее всего, ради этого они включили в свой Proton вот такой параметр. DJI Disable Dynamic Color Balance. По умолчанию он включен. За что отвечает эта настройка? По факту у нас есть изображение какой-то яркости. Ну вот, предположим, возьмем игру. Вот в игре есть день и ночь, если мы берем именно GTA 5. Что же мы без этого параметра получим? При первом запуске игра вас просит настроить яркость, чтобы значок рокстаровцев выглядел едва заметным. Соответственно, я кручу этот параметр, я думаю, ну ладно, возможно заглючило. Но оказывается нет. Я решил проверить у искусственного интеллекта, добавил вот этот параметр, и угадайте что? Оно пропало. Для Steam Deck это замечательная функция, если мы говорим его использовать именно как портативную консоль, например, на улице, когда яркое освещение. То да, этот параметр очень сильно облегчит участь тех, кто решит в темные сцены игры поиграть на улице. Под дневным светом, либо же просто под ярким освещением где-нибудь у кого-нибудь в комнате. У кого есть. Да. Но на моем станционарном ПК это, напротив, делает слишком яркую ночь. Такое ощущение, как будто вообще ночи не настало. То есть это выглядит криво. Также я не уверен, правильно ли работает тут трассировка. Потому что я заметил то, что в некоторых местах у меня свет проходит сквозь объекты. Тени не образуется. Вот такая вот есть дилемма. Ну это ладно, это мы закроем глаза. Самое главное то, что вот эта игра запускается. Но возьмем ту же самую Forza 4, которая когда-то там я умудрялся запускать. Тут. Она запускалась. Но сейчас она перестала. Вот такая. Ах да, забыл добавить. Вот эта игра, Vintage Story, она ставится отдельно файлом.
Ну, вот сюда. Я ее сюда скопировал, и, соответственно, как бы из графического интерфейса, раз оно SH подписано где. Вот, и вот это. Само по себе оно отсюда не запускается, неважно, что я выберу, угадайте по какой причине. Он по умолчанию требует себе этот .NET 7. В винде он просто ставится, сейчас он открытый, поэтому в Linux он ставится довольно-таки без проблем. Хотя у меня проблемы были. Но я на это закрою глаза. Мне искусственный интеллект сказал прописать вот этот, получается, дополнительный параметр, и вот тогда оно только стало стартовать. Вот такая вот беда у вас тоже может быть. Но это наименьшая на самом деле из проблем. Даже если мы возьмем проблему с античитами и так далее, то, ну да, некоторые игры у вас тут не запустятся. Но факт того, что оно все-таки может как-то доработать. То есть тут можно вполне себе. К тому же есть альтернативы офису. То есть LibreOffice, он, конечно, не все адекватно открывает, но в большинстве случаев его достаточно. Вот что главное я вам хочу донести, то что да, кому-то этого будет достаточно. Следующее. Это у нас будет проблемы с железом. Я не знаю почему, но у людей, которые давно сидят с Linux, я так понимаю, они специально подыскивают железо, которое нормально и так из коробки работает. То есть там будет изначально видеокарта AMD, процессор AMD или Intel и графика Intel. Насколько известно, они нормально работают мне. Но с Intel, Nvidia, там есть определенные проблемы. То есть во время обновления ядра тут у тебя может появиться черный экран, который нужно править из консоли, причем во время загрузки. Как это делается, я в душе не знаю, я с этим не сталкивался и надеюсь... А нет, вру. Один раз я столкнулся, но это, по-моему, было на Арчи. Но у меня тогда было и больше времени насчет того, чтобы с этим разбираться. Сейчас у меня видеокарта от AMD, но тут тоже есть свои нюансы. Если мы говорим про DaVinci Resolve, то тут аппаратное ускорение H265 и H264 им не используется, и он вообще, в принципе, использует свои кодеки. Вот такое вот. Ну, например, если взять именно мое железо по несовместимости, ну, как минимум, это геймпад. Я его, конечно, через косты сюда пригнал, потому что, извините, Xbox-овский геймпад, он довольно-таки популярный. Сейчас я его включу. Вот он, пожалуйста, вот он видится. Через даже драйвер, который там он скачивается как-то через Microsoft. Но факт того, что оно работает. Оно работает не идеально. То есть, например, вибрации в триггерах вы тут не получите абсолютно никак, потому что, ну, тут нету таких возможностей, к сожалению. К тому же Microsoft не открыла до сих пор этот драйвер для того, чтобы использовать его везде. Вот такая вот беда. Следующее. Вот если брать, например, мой компьютер, у меня есть подсветка. Я ее обычно ставил как? В утилите MSI под виндой можно выбрать так, чтобы подсветка показывала тебе цветом, какая температура на процессоре. Ну, примерно. Хотя бы. Я, например, ее ставил, и я понимал, типа, то, что вот у меня процессор сильно греется, слабо греется. Вот это все. Тут я это настроить не могу, потому что нету драйвера. Из-за того, что у меня плата довольно-таки непопулярная, это MSI Gaming Plus Max на B450 чипсете. Я не нашел драйвера. Возможно, сейчас они уже есть, но я не вижу смысла с этим маяться. Не сильно это важная штука. Ну, у кого-то не работает, например, сетевая карта. А без сетевой карты починить Linux, ну, довольно-таки сложно. То есть, если в лучшем случае у вас телефон заработает, сетевая карта, ну, в смысле, через USB модем,
будет очень сильно хорошо, но бывает нет. Бывает не работает звук. Например, у меня на ноутбуке стоит Ubuntu, и там через HDMI звук на телевизор не выводится. По какой причине он его не хочет видеть, я не знаю. И разбираться, если честно, не хочу. Следующая моя претензия вообще, в принципе, ко всем дистрибутивам Linux, которые только есть. Это отсутствие телеметрии вообще. Я знаю то, что некоторых пользователей на винде она бесит. Но вы не понимаете ее обратную сторону. Без телеметрии, да, можно отладить софт так-то, что он будет работать, ну, в большинстве случаев идеально. Но не всегда. Все равно у вас будут какие-то ошибки вылезать. И телеметрия в плазма это лишь только обработка того, то, что плазма нормально работает. Если в ней какие-то ошибки возникают, тогда они отправляются в данном случае разработчикам KDE через эту телеметрию. Но опять же, это не телеметрия в прямом смысле. То есть, если у меня, например, не заработает какая-нибудь программа, ну, возьмем Steam. Он не на всех дистрибутивах тоже бывает заводится, потому что нету 32-битных библиотек, например. И все. А я, как вот обычный пользователь, если у меня возникают какие-то ошибки, вот я, например, попытался отправить насчет KDE Live. На винде там постоянно щелчки, и я не единственный, который их слышу. При обработке звука особенно это сильно бесит, потому что если мы занимаемся только графикой, выключи динамик и пускай он там трещит хоть до посинения. Но вы попробуйте посидеть полчаса с трещащим звуком и попытаясь его настроить. У вас башка начнет болеть. А я не знаю, как правильно составить в этом случае отчет. Я, конечно, нашел логи, где лежат, но я не смог их прикрепить. Я не знаю как. И вот эти вот маленькие детали, которые вот нету в Linux, но они были бы очень сильно полезны обычному пользователю, который ни черта в этом не разбирается, потому что графический инсталлятор, тут он имеется. Но, а дальше как? Некоторые программы возможно поставить только через командную строку. Например, тот же самый Snap, если в Ubuntu он стоит по умолчанию, в каких-то дистрибутивах его не будет. Или Flatpak. И то, насколько я понял, по факту это все костыли, потому что у нас до сих пор есть пакетный менеджер APT, Pacman, RPM пакеты. Если APT и RPM пакеты, насколько мне известно, хоть и не содержат в себе зависимостей к программе, они все равно качаются через интернет. Но они хотя бы, их можно установить. Но опять же, если у тебя вдруг неподходящий дистрибутив, у вас нету пакетного менеджера APT, либо RPM, если у вас не Fedora стоит. А некоторые производители делают до сих пор пакеты либо только в APT, либо только в RPM. И вы, получается, заложник ситуации, потому что в Linux без костылей вы там не поставите. А обычный пользователь насчет этого даже разбираться не хочет. А у меня был один случай, который вообще, в принципе, у меня на тот момент отторг желания вообще хоть как-то взаимодействовать с Linux, где-то на полгода точно. То, что я просто не смог с него лезть обратно на винду. Я по глупости своей затер, получается, полностью винду. К тому же был период, когда в Ubuntu перезаписывался полностью загрузчик инсталлером. И, соответственно, винда просто не грузилась. Тоже я пытался его там, я каким-то образом даже загрузчик восстановился вот по итогу. Но опять же, какая беда? Диск, скачивая, образ диска, винды скачивая, тут он не открывается. Ну, то есть, типа, через... как его? Тут есть стандартный архиватор, через него открываются обычно все исошки. UDF он не умеет читать. Черт бы с ним, сказали бы вы, я бы тоже. Есть же ведь, наверное, какие-то программы, есть. Одна из них, которая прям 100% должна работать, жалуется насчет того, что тут обнови из политики пакетов.
точнее, репозиториев, там какие-то ключи к ним создаются, еще какая-то херня, которая обычному пользователю вообще в голову приходить не должна. По-хорошему. И из-за этого оно просто не ставится, потому что он не выдает ошибку. Все. Можно, конечно, примонтировать. Там есть еще какая-то утилита, которая позволяет монтировать ISO-образы. В душе не знаю как. Но, слава богу, у меня тут есть винда, поэтому я просто зашел в винду, еще раз перекачал этот образ и сделал загрузочную флешку. Все. Еще одно добавление к пакетным менеджерам, которые я тут забыл упустить. В этих пакетных менеджерах, что Flatpak, что Snap, есть у нас, получается, образ этого Телеграма. Он запускается везде, по факту. Но какая есть косяк по телеге? Если тут он у меня запускается, потому что я его поставил через TAR.exe, ну то есть с архиватора я просто вытащил и запустил. Какая же у меня была проблема с Snap, когда я его первоначально поставил? Из-за того, что это у нас изолированная среда, он просто не давал телеге запуститься из-за того, что у меня тут Wayland, а он пытается запуститься каким-то образом через иксы. И без определенного параметра он просто не запускается. Он выдает ошибку и все на этом. Вот такая вот есть беда. Я не знаю, в каких количествах программах оно еще есть. Но факт того, что ну вот так вот тоже может быть. И по этому поводу тоже никаких ошибок никому нигде не отправляется. Именно через телеметрию, как я уже говорил. И это тоже, типа, как бы должен пользователь, получается, решать. А пользователь не всегда знает вообще, как что решить. Я вот тоже не всегда все знаю. Я бы, например, никогда бы не догадывался, как именно этот Telegram запустить. Я думал, то, что у меня все, дистрибутив сломался обратно, неправильно поставился из-за переднего USB порта. Без этого, без AI, который сейчас есть абсолютно везде. И можно спросить у него о чем угодно, и он тебе, скорее всего, поможет. Особенно, если ты умеешь до него доносить нужную мысль, и именно что не так. Вот так вот. Поэтому Linux я все еще считаю сырой системой. Как энтузиаст, который иногда имеет свободное время полазить в этой операционной системе и понять, что и где, как настроить, у меня все равно есть тут определенные косяки, которые настраивать я не хочу. Самолично. Но опять же, исправлять их тоже никто не будет, потому что отчетов никаких я предоставить не могу. Потому что я даже некоторые свои проблемы, которые у меня тут возникают, не знаю, как назвать правильно. Опять же, некоторые линуксоиды на тех же самых форумах пишут: задавай правильно вопрос. Чтобы задать правильно вопрос, нужно знать, какую проблему ты испытываешь. Как минимум. И, например, где эта проблема? Я не знаю, что именно это за проблема. Я, например, знаю то, что это проблема с аудио. Но как ее правильно описать до тех пор, пока я не нашел, например, тот же самый вот этот вот конфиг, но только то было еще пульс аудио. Я писал, как настроить сабвуфер, чтобы он воспроизводил низкие частоты под Linux. Мне писали на форумах: используй тот самый эквалайзер. Pavo Control, насколько я помню, он называется. Это не оно. Это не оно. Еще раз повторюсь. И вот именно из-за этого обычные пользователи на Linux не переходят. У него до сих пор, по-моему, очень довольно-таки низкий процент использования по всему миру. В основном это сервера и госсектор, и еще какие-то определенные предприятия, которые это. И, конечно, сами компании, которые делают эти дистрибутивы. Настраивают их, участвуют в реализации каких-то внутри ядра, там чего-то настраивают. Я понимаю то, что они в этом плане что-то умеют, что-то знают.
Но добавьте вы хоть какую-то телеметрию для того, чтобы она собирала определенные косяки в системе, которые возникают, хотя бы. И хотя бы реализуйте настройки звука более. Потому что вот это вот PipeWire Pulse, окей, мы настроили. Возьмем... Сейчас я найду. Нам нужен, получается, точно так же в ETC, по-моему. ETC. Есть отдельная программа Wire Plumber. Вот. Тут вот именно вот это основная программа, которая отвечает за все сейчас. По этим, в плане вот параметров вот этих. И без нее у вас это все не заработает. Откуда вот обычный пользователь это должен знать? Опять же, настройки частоты дискретизации вот этой всей фигни. Это тоже через эту программу. И то нужно знать, какой у тебя поток отвечает именно, даже скажем так, правильнее будет, какое устройство должно именно определяться вот именно под эти параметры. Тебе нужно это все указать. В моем случае максимальное то, что может позволить моя именно вот эта звуковая карта, это 192 килогерца дискретизации и 24 бита. В винде это просто выбирается ползунком. Тут же я не могу это сделать, и мне нужно вот так вот настраивать. Откуда должен это обычный пользователь знать? Я окей, я разобрался. Но опять же, когда это действительно мне надо было и настраивать вот это я абсолютно не умел, я не знал, где это даже копать. Окей, я разобрался. Но опять же, у меня было дохренища свободного времени, потому что на тот момент я вообще был школьник. Сейчас я студент, и сейчас идут уже летние каникулы у меня в данный момент. И у меня есть время для того, чтобы это разобраться. А возьмем какого-нибудь родителя, у которого есть даже не один ребенок, а несколько. Вообще жуть. Почему вы мне пишете всегда, когда я что-то записываю? Ё-моё. Идите, пожалуйста, люди. Когда ему с этим разбираться? PipeWire вообще, вот тут частоту дискретизации нужно указывать. Но битность тут указывать не надо, потому что он определяет это именно по Wire Plumber. То есть, если у него тут обычно стандартные какие настройки у этого всего, которые большинство аудиокарт поддерживает, это 48 килогерц дискретизации и... Ой, я, по-моему, тут косяк сделал. Ну ладно, когда указал. И самое главное, битность, оно тут находится на 16. То есть это довольно-таки неплохой звук. Звучание его нормальное, но не идеальное. То есть это не максимум того, чего позволяет моя аудиокарта услышать. И почему нельзя добавить это в те же самые параметры? У меня до сих пор вопросы. Почему это до сих пор не сделано? Это настраивается один раз при запуске системы. Один чертов раз. И потом об этом забывается. Точно так же микрофон. В моем случае он совпадает, потому что частота дискретизации тут, по-моему, 48 килогерц, как раз таки 16 бит. Если я, конечно, не путаю у моего этого микрофона. Он отдельно USB-шный. В этом плане все замечательно. Тут да. Но опять же, а где все остальные-то параметры? Почему у меня есть это, как его? Я могу настроить отдельно баланс каждого динамика, но я не могу отдельно настроить частоту дискретизации, выбрать ремикширование, так чтобы у меня все, например, динамики при склеево работали. И, например, квадрофоническое было звучание. Некоторым это надо, некоторые от этого балдеют. Почему этого нет? Это же не настолько сложные параметры, которые задаются где-то там, на заводе, когда вот производится техника. Опять же, повторюсь, я вам уже показывал, где именно находятся эти же параметры в винде.
Причем частоту дискретизации в винде до сих пор можно выбрать через обычные параметры, те же самые настройки, которые даже обновленные там Windows 11 и 10. Почему тут-то нельзя? Ах, ну да, забыл добавить. Я не... Я не говорю то, что на винде нету проблем. Там есть свои проблемы, точно так же могут не ставиться драйверы и вот это все. Но они, получается, хотя бы хоть как-то исправляются. Есть новые версии, которые выходят, которые что-то поправляют. И, например, если мы говорим про отказоустойчивость, то винда более отказоустойчивая, потому что у меня даже во время того, когда летела файловая система и так далее, были проблемы с оперативной памятью, она до конца пыталась все-таки дожить. А вот Linux в таких случаях обычно, если умирает, то обычно с концами. Да, его можно восстановить и так далее, но опять же, это не для обычного пользователя, потому что для обычного пользователя командная строка не настолько сильно страшная, насколько все думают, а насколько сильно в ней нужно разбираться и тратить на это время. Вот что я могу единственное в конце добавить. В общем, всем до встречи. Это был мой крик души. А я обратно возвращаюсь на Windows после монтажа этого ролика.